получить по-быстрому польские документы и валить уже куда-нибудь подальше, в другое место. Так делают многие люди. Возможно, за такими уже кто-то выехал. Также нам тоже в комментариях писали об этом, называя нас такими же ребятами, что мы приехали сюда именно из-за документов. Разное было. Тема интересная, поразмышлять вообще, что будет, потому что в последнее время вы заметили, что пропал, не выкладывал никаких видео. Это видео тоже решил не делать каким-то сложным, просто поговорить, пообщаться, спросить ваше мнение, дорогих наших поляков, которые смотрят нас, поддерживают, пишут положительные, добрые слова какие-то. Что вообще вы видите в данной ситуации? Какая обстановка? Вчера ездили в Прибалтику, там по делам, в Литву, в Ригу, через Сувалковский коридор. И как раз мы там с другом ехали, вывалилось там видео польского аналитика политического, смотрели, про всю эту ситуацию, что все нагнетается, что вся Европа вообще на ушах, все переживают, что будет, что делать и как себя вести в такой ситуации. Просто за себя хотел сказать, что да, мы приехали продолжить делать документы, но дело в том, что у меня были документы уже польские с 2018 года, с 2018. И мы тут жили с 2019 по 2020. Из-за локдауна мы поехали позимовать на Бали и там задержались. Сюда приехали просто продолжать те кейсы, которые у нас были, документальные. Да, мы там за 4 года все потеряли, какие-то процедуры нужно было возобновлять, но тем не менее. Но эти процессы были запущены давным-давно. Корни, о которых я рассказывал, есть видео про корни. Мы приехали, и я решил все это, сделать, потому что, как-то вот так вот. Учил польский язык, сдавал собеседование, потом уже приехали сюда, год назад я сдавал уже экзамен на B1. Конечно, польским я не овладел, потому что постоянно жалуюсь, что не с кем общаться. Пишут ребята, люди все пишут, советуют, найдите себе с кем общаться по-польски. Но у нас работа удаленная, и так получается, что мы как-то замкнуты на семье, друг на друге. И нет у нас такого окружения польского, хотя мы постоянно взаимодействуем с поляками, и, как мы и рассказывали не раз в видео уже, у нас есть видео про поляков, наше мнение, что нам попадаются только крутанские люди, и этот канал, этот блог тому подтверждение. Я всегда просто всем, кто не согласен, зайдите в наше видео, почитайте комментарии. Все. И к тому, что я просто, положа руку на сердце, могу сказать, что я не удаляю комментариев вообще. Никогда, даже хейтерские не удаляю. Бывает, сам YouTube банит даже какие-то положительные, обычные комментарии. Не знаю, там странная проверка, это же там роботы, эти алгоритмы, бывает, всякое происходит. Короче, такая у нас история, тема взаимодействия с поляками, с Польшей. Нам очень нравится. Мы вообще довольны. Сейчас мы собирались переезжать в Гданьск. И как раз с другом общались на эту тему, потому что проезжали через Сувалковский этот коридор между Калининградом и Белоруссией. И, просто эти темы всплывают, и они, конечно же, будоражат, сознание, умы, мысли, и вообще просто все замыкаются на этом, потому что мы не планировали куда-то переезжать сейчас. Мы планировали уже базироваться здесь. Я учу польский, я хочу выучить польский. У меня дети уже говорят по-польски, дети уже поляки. За год они уже без акцента говорят. Они пойдут в школу, и, скорее всего, уже не будет даже слышно, что они приехали откуда-то там, не из Польши. Они говорят уже с прекрасным акцентом, хотя всего лишь год в саду, 6-летки, маленькие, но уже у них просто еще словарного запаса такого нету, у детей все мгновенно происходит. И мы планировали все тут просто жить. Мы решаем какие-то поиски недвижимости, там смотрим какие-то варианты, жилье туда-сюда. Сейчас хотели съездить в Гданьск пожить на полгода, на год, не знаю. Я вообще хочу объехать всю Польшу, снять travel-блог про Польшу глазами иностранцев, потому что я, в принципе, уже там с корнями, но все равно я иностранец, да, я родился в другой стране, я приехал, у нас Беларусь и Польша, мы Речь Посполитая, мы братья, большая история нас объединяет, и да, мы очень близкие народы.
Но все равно, скажем так, де юре я из другой страны приехал сюда. Поэтому мы так называем нашу рубрику «Польша глазами иностранцев». И мы не планировали переезжать. Мы смотрим, думаем, вопрос с недвижкой решать, вот эти все вещи, там, работы, устройства, открывать ИП, бизнес какой-то физический, не только там онлайн и что-то там еще, уже налоги, ПИТы, все тут складывается, все, жизнь устраивается. Мне уже 40 лет, через пару месяцев, я уже устал кочевать, мы с 2013 года везде переезжаем, я устал. Так получилось, мы приехали, и Польша нам вот зашла, прямо очень-очень хорошо нам здесь. И близкая ментальность, и люди, доброта, и все вместе, много знакомых, друзей. Мы пришли к мнению, что да, мы хотели бы пустить корни уже здесь, все, вот осесть, потому что дети поляки, школа. Но, повторюсь, возвращаемся к вопросу, что тут, на повестке дня и что происходит. Конечно же, я как отец маленьких детей, как отец семейства, конечно же, в первую очередь думаю о безопасности семьи. Естественно, я не могу об этом не думать, как и все нормальные, здравомыслящие люди не могут об этом не думать. Лен, ты любишь пикники? Да, мой папочка. Дети, расскажите, пожалуйста, вы хотите остаться в Польше жить? Вам нравится в Польше жить? Больше мне на Бали нравится жить, как все знают. Иди, ты пожуй чуть-чуть. А как, кстати, у вас же друзья в садике есть? Вот как вот если вы с ними сдружитесь и уедете на Бали жить, как вы к этому относитесь? Хотели бы потерять друзей? Если мы переедем, вы же потеряете друзей. Что будете делать на Бали, когда потеряете друзей здесь? Подружимся с другими. С другими подружитесь? Думаешь, это легко? А? Нелегко? Но на самом деле вы приехали и здесь легко нашли друзей. Очень быстро здесь нашли друзей в Польше. И мы сейчас поедем в Гданьск жить. Вы, наверное, там тоже быстро подружитесь, и у вас будут новые друзья. Да? Идешь? Правда красивая природа, мама и папа, и все жители? Она же такая прекрасная, смотрите. Да. Не хочется ее убивать. Она такая прелестная. Чем ее люди убивают? Пластиком. Но забазироваться, пустить корни – это одно дело. Другое, что мы обсуждали еще такую тему, что вот специфика нашей семьи, принцип, на котором мы сошлись с моим вот родным человеком, с моей супругой, и наши отношения на этом фундаментируются. Это совместные взгляды, похожие взгляды на вещи. И одним из таких вещей, одна из таких вещей – это в целом путешествие и постоянная смена мест. Для нас это очень важно. Это вот, повторюсь, с 2013 года мы кочуем, мы там 4 года в Таиланде, 4 года на Бали, потом возвращались в Беларусь, потом в 2019 году приехали в Польшу, отсюда, и не планировали, кстати, из Польши уезжать. Это не то, что мы такие приехали, доки сделали и свалили. Из-за локдауна у нас просто двойня была маленькая, годовалая на руках, и нам друзья написали на Бали, что приезжайте, там можно перезимовать. Мы приехали перезимовать, там как-то с работой, с движухой, с таким, с бизнесом онлайн больше складывалось, мы там остались, потому что локдауны затянулись. Короче, и вот мы обсуждаем, мы хотим пусть, вот какое у нас было видение, если не брать вот этого контекста вот современного, который витает вокруг Европы, Польши, всего вот этого возможного будущего ближайшего, то мы бы хотели пустить корни, мы бы хотели тут забазироваться и просто ездить куда-то отдыхать, тусоваться, как это и делают, по сути, многие поляки, вот наши арендодатели, которые сдают нам квартиру, они тоже постоянно выезжают сейчас, как все, в Португалию, в Испанию, я не знаю, куда там, в Испанию, в теплые края зимой ездят, потому что с ноября по февраль, почему бы, если есть возможность, не провести это время где-то в более теплой стране. Ну вот вы прямо сейчас бы выбрали, где жить? На Бали. Я была везде, перелетать. Путешествовать хочешь? На самом деле нормальное желание современного человека путешествовать. Опять же, это не всем подходит, не всем это окей. Я раньше думал, что все должны там любить путешествовать, переезжать, куда-то менять места жительства, что-то для себя открывать. Это все очень индивидуально.
каждому свое. Вот, допустим, мы так определили, что, ну, не знаю, мы такой тип людей. Нравится нам ездить, путешествовать, смотреть, пробовать. Сейчас вот слышим про Европу очень много, про Мадейру, про Испанию, про Португалию. Все не исключено. Почему бы не пробовать, если есть желание и возможность? Но в любом случае мысль такая, что базироваться здесь. Конечно, все это желание немножечко притупляется нынешними ценами на недвижимость. Я, будучи недальновидным, еще перед отъездом на Бали в 2018 году, в 2019 были деньги, можно было приобрести недвижимость, я этого не сделал. Но теперь как бы уже все, не вернешь, не отмотаешь. Но это был косяк. И на Бали мы приехали, тоже можно было там инвестировать, я этого не сделал. Как-то что-то где-то со скрипом влезть можно, но такие ценники, что, ну, не мне рассказывать, это отдельная тема для разговора. Кстати, мы про недвижимость делаем обзоры, вот сейчас скоро буду постить. У меня много наснятого контента, но я просто... Ну вот просто как-то выпал из жизни, тут быт, семья, дети, еще балийский канал там развивать нужно было, там у нас тоже пошли какие-то показатели, в общем, много работы, отвлекся я, вот такая пауза у меня была. Сейчас буду немножко восстанавливать здесь движуху на канале, контента много, и контент будет выходить более сложно. Вот фильм, который анонсировал, тоже все монтирую, никак не могу доделать, поездка у меня сейчас была недельная. И, короче, да, из-за недоступности недвижимости вопрос, конечно, с базированием, ну, блин, усложняется. Посмотрим. Мне вообще хотелось бы покататься и поездить во всех частях Польши, потому что Польша гигантская, и Польша охренительно крутая и разнообразная. От моря до гор, и леса, и озера, и очень много классных городов. Что мне больше всего нравится, еще один из моментов в Польше, что децентрализация в Польше. Мне вот это очень нравится, что маленькие города, они живут очень активно. Не там не то, что умирающие села, города. Нет, люди живут, и никто там не стремится особо в столицу или там какой-нибудь там основные центры, типа, да, что все живут в городах маленьких, многие живут в маленьких городах, все классно, все довольны, все счастливы, и мне почему-то кажется по ощущению, что я бы пожил какое-то время, попробовал в маленьком городе. Но сейчас у нас летом переезд в Труймясто, посмотрим, как там, что там, хотя, возможно, мы и перенесем место куда-нибудь ближе к западной границе, не знаю. В общем, такая вот сложная история, интересно, что думают поляки по этому поводу. Какие настроения, поделитесь, чего там, как там. Вот вообще была такая мысль, мы проезжали по Сувалковскому этому коридору вот вчера, и была мысль поехать, там много городков, прямо вот в этом промежутке между Белоруссией и Калининградом, приехать и снять репортаж, вот как люди живут, что они думают, какое настроение, вот, но не знаю, насколько получится, будет ли время, возможность, и у меня еще вот польский не такой хороший, чтобы, хотя надо перебарывать этот момент и идти в это, и разговаривать, вот, ничего утаивать мне не хочется, говорить, кричать, бить себя в грудь, что, блин, типа, вот я только тут буду жить. Нет. То, что мне нравится Польша, и то, что она действительно очень крутая страна, очень сейчас мы приехали с Прибалтики, я вижу, какая разница после Латвии и Литвы. Я очень люблю Латвию, там много друзей у нас, в Литве у меня родственники. Классно все. Но мы проезжали с моим другом, он ездил по делам, по бизнесу, там на встречи. Мы проезжали через села, деревни и через маленькие городки. Блин, ну объективно Польша просто нереально в выигрышном как бы положении из-за того, насколько очень крутая развитая инфраструктура в маленьких городах, дороги, вот эти автострады, блин, просто заправки, вот эти отстойники гигантские для фур, для, магазины, заправки, но оно все, понятно, что это все есть и в Латвии, и в Литве, но если сравнивать в целом, Польша просто несравнима, то есть ты сразу заезжаешь по дорогам, по масштабу, всему заметна разница. Но это, опять же, не значит, что через год, особенно если работа онлайн, если не захочется съездить пожить, не знаю, в Португалии, если будет возможность, или вернуться на Бали на год. По факту, сами поляки, сколько вообще процентов поляков живет не в Польше, по всему миру. Вот у нас в комментариях тоже люди пишут из Австралии, из Англии, сколько в Англии поляков живет, сколько в Штатах живет поляков. Поэтому, как к этому относиться? Не знаю. Нормально относиться, потому что в целом глобализация, в целом открытые границы, люди хотя что сейчас будет с новым президентом США и что там сейчас вообще, к чему это все приведет, вообще непонятно. Поэтому вот такие мысли. Просто хотел поделиться. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Все, пойду делать для вас классный, трудоемкий, крутой контент, поэтому подписывайтесь и увидимся в новых видео. Пока-пока.